Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить передачу данных из Google таблиц в Bison 365. Это нужно, чтобы передавать новые строчки из Google таблицы в другие системы. Например, вы сможете добавлять новых подписчиков в Bison 365 на страницу регистрации. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Google Sheets. На этом этапе вам необходимо выбрать действие. Если вы хотите передавать данные при появлении новой строки, выбираем действие «Загрузить строки новые». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Google таблиц к сервису Apex Drive. Для этого необходимо указать логин и пароль личного кабинета Google. На этом этапе вам необходимо предоставить разрешение Apex Drive на работу с вашим аккаунтом. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо указать файл и лист, по которым будут выгружаться новые строки. В поле «Начать загрузку данных со строки номер» вам необходимо прописать номер строки, с которой вы хотите начать загрузку. Например, если у вас в таблице находится 1000 строк и вы хотите начать загрузку с последней из них, то в этом поле необходимо указать 999. У меня в таблице находится 2 строки, поэтому я в этом поле указываю двойку, для того чтобы начать загрузку с последней из них. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите данные, которые находятся в строке, которую вы указали в настройках. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Bison 365. На этом этапе необходимо указать действие. Если вы хотите добавлять подписчика на страницу регистрации, вам необходимо выбрать соответствующее действие. На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Bison 365 к сервису Apex Drive. Для этого необходимо указать логин и пароль личного кабинета Bison 365. Когда необходимые поля заполнены, кликаем «Сохранить». Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо выбрать страницу регистрации, на которую вы хотите добавлять новых подписчиков. Далее вы видите поля Bison 365, в которые можете передавать данные из Google Sheets. В эти поля вы можете назначить переменную из Google таблицы. Для того, чтобы это сделать, кликните в поле и выберите переменную из выпадающего списка. Когда все необходимые поля заполнены, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в Bison 365 в качестве новых подписчиков при появлении новой строки в Google таблице. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Bison 365». После успешной отправки переходим в личный кабинет Bison 365 и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных Bison 365 успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в
в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!